Всем привет, друзья! Сегодня я неспроста в национальной одежде, в камзоле, так как я хочу представить вам наше главное национальное блюдо бишбармак – ет-асу. Для приготовления бишбармака я взяла 2,5 килограмма говядины, казы у меня копченый, шужок. Для сорпы я добавлю дозгорт. Тесто буду замешивать на муке с добавлением яйца и подсоленной воды. Доздок буду готовить. Для этого возьму 2 луковицы средней величины, соль и перец. А также добавлю 12 целых картошек, тоже средней величины. Мясо хорошо промыла, поместила в большую кастрюлю, добавила 9 литров воды, 2 чайные ложки соли. Больше ложить соли пока не буду, так как и каза, и шужок имеют свою соль. В дальнейшем, при необходимости, попробовав, могу добавить соль. Как только закипит, буду снимать пену. В общей сложности бишбармак, мясо будет вариться 2,5-3 часа. Шужок – это ценный мясной продукт. Для его приготовления сырое мясо и внутренний жир конины нарезают небольшими кусками. Добавляют по вкусу лук, чеснок, соль, черный перец и плотно набивают в конские кишки, предварительно выдержанные в соленой воде. Оба конца завязывают шпагатом и вывешивают на некоторое время в прохладное место. Для приготовления каза с ребер туши срезают мясо со слоем жира. Подготовленное мясо солят, перчат, по желанию добавляют мелко нарезанный чеснок и закладывают в кишки айналдрадо, которые завязывают с 2 сторон. В таком виде оно хранится долгое время, становясь еще вкуснее. Готовые каза также могут и коптить. Такое копченое каза сегодня я буду применять у себя в блюде. Пока варится мясо, займусь тестом. Для этого просеяла килограмм муки. Отдельно в чашу насыпала 1 чайную ложку соли, заливаю теплой водой. Все хорошо перемешиваю, чтобы соль растаяла. Затем в муке делаю углубление, разбиваю туда 1 яйцо и начинаю замешивать тесто, постепенно подливая теплой подсоленной воды. Вначале тесто замешиваю в чашке, затем перехожу на стол. Стараюсь замесить не сильно крутое тесто. Замесив, оставляю его отдохнуть минут на 20 под чашкой. Затем тесто разделю на 3 части и начну раскатывать пласт в виде круга толщиной около 1 миллиметра. В итоге получилось у меня 3 круга, которые я поместила на отдельный стол и накрыла салфеткой, чтобы они не подсохли.
С момента закипания прошло 1,5 часа. Отправляю 12 картофелин, которые почистила, помыла. Затем минут через 10-15, проверив, как только картофель станет мягким, вылавливаю его в отдельную посуду и продолжаю варить мясо. Ну а теперь займусь туздук. Туздук – это соус, который казахи едят с мясом. Для его приготовления лук режут кольцами, заливают жирной сорпой, солят и добавляют черный перец по вкусу. Доводят до кипения. Я в своем случае также нарезала лук кольцами, отправила в отдельную кастрюлю, добавила 2 чайные ложки соли, немного поперчила. Прошло 2,5 часа. Мясо у меня хорошо проварилось, отходит от кости. Теперь я его извлекаю из кастрюли. Затем здесь я показываю кадр, как я доливаю в свой туздук сорпу без жира. И так как у нас воды уменьшится в кастрюле, я буду добавлять кипятка. Затем проверю на соль, при необходимости посолю. И как только вода закипит, начинаю отваривать тесто. Прежде чем отправить в кипящую сорпу тесто, делю его пополам. Помещая тесто в кипящую сорпу, постоянно помешиваю, чтобы оно не слиплось. Таким образом, тесто провариваю в сорпе минут 5-10. Как тесто проварится, отправляю его на табак, поднос, подливая сорпу, чтобы оно не слиплось. Затем сверху помещаю картофель по краям, табак. Затем сверху нарезается мясо и поливается туздук. Для сорпы я без жира беру сорпу, в котором отваривалось мясо, и добавляю тузкурт. Курт делают из коровьего молока. Для приготовления курта кислое молоко несколько дней сливают в деревянную бочку. Затем переливают в большой казан, ставят на огонь и непрерывно мешают до тех пор, пока оно не загустеет. В моем случае это тузкурт, не засохший курт. Его я смешала с сорпой и буду подавать после того, как гости мои поедят мясо. Национальным блюдом казахов всегда считалось и поныне считается казахша ед, мясо по-казахски или бешпармак. Правильно сварить мясо по-казахски и правильно подать табак, плоское блюдо с мясом – это целое искусство. В своем видео я просто показала, как я готовлю его дома. Всем приятного аппетита!